привет, 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 привет! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! У нас сегодня великолепное настроение, потому что, во-первых, прекрасные гости, неподражаемый Нуржан, прекрасная Елена и очень много интересных, хороших новостей. Давайте быстрее будем начинать! Воу! Друзья, как я рад вас сегодня видеть. Какие мы рады у вас тебе. шикарные улыбки. Что произошло? Спасибо. Какой-то здесь подвох есть, да? Спасибо, Вань. Ты тоже прекрасно выглядишь, очень очаровательно, как всегда. А у меня нет никаких подвохов, мне нравится читать комментарии, они все классные. Я Опять хотел бы с приготовил тобой для нас, поделиться да? этими, да. Ну давай, поехали. Начнем тогда с комментариев. Давай. Хотя стой, друзья, для начала я рекомендую, пока Нуржан готовит комментарии, вам поставить лайк и подписаться на наш канал, если вы еще не подписаны. И также не забывайте о том, что мы читаем все комментарии, которые вы пишете. Итак, Нуржан. Начнем. Спасибо за ваши комментарии, я внимательно каждый читаю. И вот на последнее видео Иванбек шоу номер 7 я выделил несколько комментариев, с которыми хочу с вами поделиться. Точнее, вот и с вами тоже. О, спасибо. Читаю, Вань. Ассаламу алейкум, Иванбек. Я вас приглашаю в Тарас. Возьму кредит и встречу вас. Покажу город. Серьезно. Это написал уважаемый Аргынбай. 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 Ой. Да нет, спасибо за приглашение. Не нужно кредит. Ни в коем случае не берите кредит. Если будет шанс у меня, и я буду... Это Тарас, да? Это Тарас. Всегда мечтал побывать в Таразе. Если будет шанс, и я вдруг туда поеду, следите за нашими выпусками, следите за Инстаграм. Вот сейчас на экране появится номер телефона. Можете написать мне на WhatsApp и свяжемся. Я с большим удовольствием приму ваше приглашение. Но только не берите кредит. Да, Кредит главное, же не очень хорошо. Да. Главное, не нужно никаких лишних движений. Зачем? Все, оставайтесь. Но я чувствую, я чувствую, что вы делаете это от души, и для меня это достаточно. Не обязательно сюда, здесь еще в наши с вами отношения добавлять еще какие-то финансовые подоплеки. Так, и еще один комментарий от уважаемой Танат Бисалиевой. С ней я абсолютно согласен. Позвольте мне прочитать. Государство должно давать гранты таким передачам, как Алга-Петербург, который создает мост между народами. Алга. Ну классно же. Ну действительно ли так? Мост между народами. Между Очень народами, круто, да. Сформулировано и правильно. Ну, грант как-то, ну что-то там так. Слишком круто. Это... Знаешь что? Я подумал, на всякий случай, да, мы, наверное, как там, номер тоже разместим, если вдруг кто-то посмотрит. Всякое возможно, да? Ну, Почему нет? Может, грант, да? Диванный эксперт. Привет. Ассаламу алейкум всем, я из Астаны. Имя Иван в переводе на казахский будет Ибайдулла. Так что, когда Иван будет получать паспорт Казахстана, пусть имя напишет Ибайдулла. Червинский Ибайдулла. Ну, актуально ведь. Слушай, звучит прикольно, забавно. Классно, диванный эксперт. Рахмет, Коп Рахмет, обязательно вспомни про ваши сообщения, про ваш комментарий. Слушай, а что все про меня и про меня? Я знаю, что про вас там очень много пишут. Есть что-нибудь вот про Лену или про Нуржан, про тебя? Касательно Лены тоже у нас есть комментарий. Сауле Аманова пишет. Лену сделаем килинку нашу. Красотка просто. Килинка — это невестка, да? Что ты думаешь насчет этого? У нас в Казахстане женщина имеет право иметь 4 мужей. Да. Поэтому тебе написали. Серьезно? Да, тебе это понравилось? Я никогда не знала. У нас волшебная страна. Расскажу мужу. Вот он обрадуется. Понравится это, А да? мужу, кстати, Вот он удивится. можно тоже, между прочим, 4 жен иметь, да? Это что, да. Да, и у вас, Да. получается, и женщина может 4 мужей. Да, и так большая семья возникает. Там из 8 человек, а потом образуется целый род. То есть, это норм. Я, пожалуй, тоже своей старшей жене расскажу. Она тоже, наверное, обрадуется. Спасибо большое. Спасибо большое. Как зовут девушку? Сауля зовут. Да, Сауле. Сауле, я благодарю вас за ваши комментарии, за вашу очень ценную информацию. Ты не представляешь, каким почетом в Казахстане обладает клиентка у нас. Да. Утром встаешь, в 5 утра, наверное, да?
чай готовишь, да, Ладно, убираешь. мне потом расскажут. Тебе очень расскажут, понравится. Поклон даешь. Сначала мужу- Поклон ты должна сначала- дать на Западе. Сначала мужу расскажу эту информацию, а потом уже будем вникать в А подробности. потом, если муж отпустит на следующую передачу, да, тогда мы уже пообщаемся дальше. И еще один комментарий. Ну это, кстати, опять к тебе. Девушка Так. такая шикарная, говорит, красота, обворожительная, ей так все идет, и платье. Завидую Нурик. Он с ним рядом все это время тусуется. И этот комментарий написал d.t. К сожалению, я не знаю, как вас зовут, Большое. но мне действительно повезло. А здесь, наверное, наряд не стоит. Ой, ну вообще, прям засмущали меня. Спасибо большое. Ну, Я- на самом деле, я тоже читаю все комментарии, и я с удовольствием это делаю. Всегда улыбаюсь, когда все это читаю. Очень прям приятно, Когда же тепло на душе. Лене напишут, как тебе повезло с таким обворожительным парнем, как Нуржан Сиев? Мы же Сейчас читали. накаркаешь, тебе сейчас там добавят в комментариях. У Нуржана тоже есть, я хочу сказать, что персональные почитатели. И ты, наверное, тоже благодарен за хорошее. И Я очень за благодарен этим комментариям. Мне они очень понравились. Они все добрые и желают нам хорошего напутствия. Поэтому я каждому комментарию очень рад. Слушай, Нуржан, а мы же в прошлой передаче по поводу комментариев. Мы в прошлой передаче хотели выяснить, кто откуда нас смотрит, то Да. есть из Казахстана. Ты статистику как подготовил? Да, я подготовил. И у меня есть золотая медаль, серебряная и бронзовая. Ты. А золотая медаль идет в Алматы. Там и больше всего комментарий пишут из этого О, прекрасного города. Алматы. Алмата. А второй идет, наша столица Астана или Нур-Султан. И, на третий, я думаю, это актуально. Предыдущая тема была человек, который был с этого города, который... Тарас. Нет. Нет, какой Тарас? Кустанай. Кустанай, да. Костанай. Забыл. А, Кустанайское море, понимаешь? ну, я Люди- просто в Тарас тоже очень хочу уже. Но и в Костанае. У меня есть друзья в Костанае, да. Круто. И у меня также есть рейтинг по родам, которые больше всего в комментариях пишут. И один из этих, золотое место я передаю роду Аргын. Я сам из Аргын. Потому что ты сам- хотел ты сам с вами потому что. представиться. Идет первое место Аргын, вторым идет место Береш. И самое интересное, что я сам с рода Аргын, мой отец из Аргынов, но мама Береш. И так Ага. получилось, что первое место идет Аргыном, второе место идет Берешем, и третье место идет Дулатом. Вау. А Орыс на каком месте? О. А, кстати, у нас были. Была, Украина, Болгария, Абхазия и Аргентина. С Вау. этих государств также писали комментарии. Слушай, Спасибо, супер, да. ребят, что смотрите нас, что пишете в комментариях. Мы вот правда попросили в прошлой передаче, чтобы вы нам рассказали, откуда вы, и все, вы послушали, все сделали. Да, слушайте, Еще и немаловажный момент, то, что я хотел бы быстро вам сказать. У нас здесь большое количество комментариев и просмотров в Казахстане. Потом идет Россия, Соединенные Штаты, Киргизия, Узбекистан, Турция, Вау. Индонезия. И там очень много, и последний даже из Мексики. Представляете? вау. Ну ничего себе. Ну, Я латинская- люблю тако. латиноамериканцев у нас очень много. Оля, амигос. Кстати, я хочу сказать, вы знаете, в комментариях действительно у нас настоящая жара. Жара, это не только в комментариях, жара у нас в Алании вообще в активной своей фазе. Лето, июль, 34 градуса было сегодня, Вау. на следующую неделю ожидается тоже 32-31, то есть прям стабильно, ярко, жарко, солнце парит, Актуально я вам парит, вентилятор парит, купил. кстати. Так же жарко, да, как... Ребята, я недавно, вот Ваня уже все понял, к чему я веду. Я недавно была на этой неделе, на прошлой, была на концерте Джонни. Я все очень О. хотела, да. Джонни приезжал в Аланию, давал здесь концерт большой. Было очень много народу. Я, правда, не нашла нигде никакой информации, сколько было человек, Мгм. но было очень много, прям. Вообще. Ну, в тему, а ты была, кстати, на концерте Джахали приезжал, Я в Анталию. очень хотела, да. Ты был, Ваня? Ну, я виртуально как бы. У меня было только желание, но не получилось, к сожалению. Эх, мне тоже самое не Я получилось. вот, да, я тоже очень хотела, у меня не получилось. И когда я узнала, что Джонни приезжает в Аланию, я думаю, ну нет, сюда точно схожу, пойду, все посмотрю. Ну, как было, расскажи, Да. что было интересного? Ну, как? Атмосфера. Самое главное, что атмосфера. Ну, самое главное, что на живом концерте ты получаешь ту самую энергетику,
ту вот эту атмосферу, когда вы всеми зрителями, там, ручки вверх. А еще, знаете, я вам расскажу, как усилить эмоции от концерта. Вы наверняка так никогда не делали. Я знаю, наверное, ты Red Bull 3 банки Это выпиваешь. кумыс. Две бутылки кумыса. Нет, рассказываю. Шуба. Даже вы вообще не поняли про что. В общем, сначала мы были недалеко, достаточно в отдаленности от сцены. Я думаю, ну как он вышел, значит, Джонни вышел, сел. Я думаю, ну как я буду стоять где-то далеко, когда вот нужно в гуще событий быть. То есть, если ты на колонками. живом концерте, да, тебе нужно, Да. прям у сцены хочется быть. Потому что там и звук другой, и вся эта атмосфера, и вот он артист. В общем, я что сделала? Я девчонкам там оставила свою сумочку, все, телефон, даже телефон не брала, чтобы... Да. Пошла в самый центр, зашла прям вот 5 метров от сцены, в самом центре. И в какие-то моменты, когда песни были прям такие, самые популярные там какие-то песни, и я прям, что делала? Я поворачивалась спиной к сцене и просто смотрела на людей. Это так Ты классно. представляла, как будто ты сама на сцене с Вообще, Джа, это да? очень круто. То есть вся эта энергетика, она же идет туда, на артиста, и ты поворачиваешься просто и видишь людей. Все эти лица, эмоции. Это И очень люди классно. снимают, и ты думаешь, что тебя снимают. Да, спасибо, Да, спасибо, да. Вот думаете так, да? Думаете, подсознательно вот чего я хотела, просто быть в Не, центре мы прекрасно внимания. понимаем, да, о чем. Немножко Не, шутка, да? Да. Но на Атмосфера самом деле прекрасная. я прекрасно понимаю тебя. И я надеюсь, желаю тебе, что в будущем точно так же ты будешь проводить свой сольный концерт, и также тебя будут встречать, все снимать с телефоном, и тебе уже не нужно будет поворачиваться спиной к артисту, ты сможешь спокойно сама выходить на сцену. И, кстати, для этого, возможно, есть хороший шанс, потому что Алания становится по-настоящему центром культуры. Сюда приезжает очень много артистов. И более того, я побывал на казахской вечеринке. Это Да, мы об этом просто знаем. супер. Расскажи нам. Если следили за Инстаграм, Да. видели, наверное, кадры. Неподражаемый Ерлан Кокеев выступал там. И я там встретил огромное количество интересных, творческих, талантливых людей. Более того, Ерлан сегодня появится у нас в гостях в нашей студии. Да, кстати, Ваня, я видела и у тебя, и у меня же есть друзья казахи, у меня много уже друзей. Я видел, ты казахов. ела бешбармак у них. Бешбармак. У И- них и я на вот Домбре, на на Домбре Я они- первый раз услышала Домбру там, да, у них, они мне показали, как это. И вот я видела, что вы встретились наконец, Да. потому что мы их звали на самом деле сюда к нам в гости, чтобы Дамир исполнил на Вы Домбре какой-то... познакомились? Да, мы познакомились Круто. с Лениными друзьями. Лена становится большой звездой, между прочим, уже среди казахов. Это очень круто. Это благодаря великолепным новостям, которые выходят на нашем канале. Слушай, там же был бывший министр культуры и генсек Тюрксой. Десян Да. Курабаевич. Да, совершенно верно. Да, удивительный, очень интересный человек. И еще Рустем Нуржигит. Да, кстати, Да. брат Даны Нуржигит, нашей старшей сестре, нашей большой подруги. А вот кого я заметила, что Клара Кузденбаева, да, там была? Да, Это известный нумеролог, Да. психотерапевт, она училась в Индии, училась там, да, в Тибете, по-моему. Слушай, какие интересные личности, да, приезжают. Я никогда не думал, что в Алании можно встретить здесь тех личностей, которые в Казахстане, никак бы не мог с ним познакомиться. Удивительно, Да. да, что происходит. Таукель Муслим уже был у Да. нас в гостях. И такой действительно центр культуры. Тулиген Мухамеджанов. Здесь столько талантливых казахов. Но один талантливый казах уже подходит, я знаю, к нашей студии. И сегодня будет у нас в гостях. Это неподражаемый Ерлан Кокеев. Давайте его поприветствуем аплодисментами. Друзья, у нас сегодня в студии неподражаемый Ерлан Кокеев. Приветствую Очень всех. рад вас видеть. Супер, такие гости у нас сегодня. Салам алейкум. У вас же карьера началась с 1985 года. Дос Мукасан, АБК, К7. Сейчас вы заслуженный артист Казахстана, доцент кафедры Казнуи, актер, музыкант, пишете стихи. Еще у вас 5 детей. И выглядите вы максимум лет на 30-35. Что это за магия такая? Как вам все это удается? Как вы все успеваете? Да, вообще все очень просто и легко. Весь мир, который мы знаем, чувствуем, воспринимаем, находится в нашем сознании. Проецируй, и все будет прекрасно. Вау! Ну, я думаю, что нам с вами нужно обязательно об этом подробнее поговорить. Но, друзья, это, наверное, тема для отдельного большого фильма. И раз уж вы здесь в Алании, то мы обязательно это сделаем. Скажите, а что привело вас в Аланию? Почему Алания, почему не Стамбул, не Анталия, не другой город?
Знаете, в свое время я как-то думал и мечтал о том, что когда выйду на пенсионный возраст, я приеду в какой-нибудь тихий городок, где есть море, буду играть на гитаре, воспитывать внуков, детей. И получилось так, что время пенсионного возраста, оно меня немножко опередило на с десяток лет, когда началась пандемия. Мы в срочном порядке с семьей собрались и уехали жить в Турцию. Прожили целый год в Анталии, потом перебрались в Аланию. Вот, собственно говоря, и все. Ни лукаво, ни мудрство, все очень просто. Как вы объясните вот секрет Алании? Вот здесь столько знаменитостей, я вот себе выписал. На неделе же была вечеринка, казахская вечеринка в Алании, и там была Клара Кузимбаева, Рустем Нуржигит, Таукель Муслим тоже был вот недавно в нашей студии. Кроме этого, ну, Толеген Мухамеджанов с Нуржамал Усенбаевой тоже живут в Алании. Почему Алания так притягательна для талантливых творческих казахов? Знаете, у меня есть этому свое объяснение, да. Рано или поздно каждый из нас и каждая наша душа приходит к Богу. Не так ли? На самом деле так. Согласны или нет? Определенно, да. Определенно, да. В названии Алании первый слоган «Аллах». Я думаю, это как некий магнит, который притягивает сюда творческих людей. Ну, это такое мое понимание. Почему бы и нет? Звучит интересно. Я на самом деле думал сначала, что здесь есть одна компания строительная, которая байтерек ставит на крышу. Я думал, что вот это вот может как-то Мимо. работать. Нет. Ничего себе. Интересно. Хочу у вас еще спросить, вот у вас был свой клуб, один из самых популярных, наверное, клубов Казахстана. Что-то сейчас, может быть, планируете организовать похожее, может быть, в Алании? Вот вы знаете, вообще клуб это для меня определенная такая страница жизни, которую я прожил, как говорится, от звонка до звонка ровно 10 лет, да, вот именно 10 лет, потому что 5 марта 2009 он открылся, и 5 марта 2019 года он закрылся. По каким-то кармическим узлам так получилось. И он в моей жизни оставил настолько огромный отпечаток. Я не скажу, что я там заработал миллионы долларов, дело не в этом. Я там заработал хороший опыт практически во всем. Это бизнес, это музыка и это отношения людей друг к другу, уметь руководить. На сегодняшний день у меня нет намерения открыть здесь клуб. Я занимаюсь творчеством, играю на гитаре, я бы с удовольствием поиграл, у кого есть такой клуб. Просто для себя, для души. Это очень большая ответственность. Иметь такое заведение, это надо там жить. А я хочу жить для себя и для своей семьи. Да. Писать стихи. Писать стихи. А какие-то, может, творческие планы есть у вас? Чем-то вы сейчас, может, занимаетесь? Я знаю, что вы в кино снимались и музыку писали. Иван, я бы с удовольствием тебе рассказал и с телезрителями пообщался по поводу намерений тех, которые намереваюсь сделать. Но есть здесь, на это есть определенный ряд причин. Я про них не говорю пока что, не родил. То есть как беременная женщина. Она ходит 9 месяцев, это надо выносить хотя бы энергетически для того, чтобы не смазалось то, чем на сегодняшний день ты занимаешься. Отлично. Это очень хорошо, мы тоже так делаем. Чудесно. Стараемся раньше времени не рассказывать. Но тогда наши зрители могут ожидать от вас какой-то большой сюрприз в будущем. Сюрприз прекрасно. Я бы даже сказал не сюрприз, а, вы знаешь, я сегодня пришел к тебе в гости. Ты меня принимаешь в таком замечательном месте. У тебя очень такая Спасибо. красивая локация. Вообще вот мама и бабушка меня всегда учили о том, что когда приходишь в гости, нужно в гости приходить с подарком. Я пришел тебе в гости с подарком. Если ты включишь свой Bluetooth, я подарок тебе отправлю. Ух ты. Я не знаю, ты сейчас там уже, возможно, какая-то нарезка пойдет потом со временем, да? Может, это Ничего даже себе. и не в программе. Да, не говори ничего себе, все тебе. Вначале послушай, потом я скажу, к чему это. Или вначале сказать, что это, а потом ты будешь слушать, как правильно. Давай так, Я не знаю. проще скажу. Это пэкшот. Это заставка на твою программу, если тебе будет интересно. Ничего Послушай. себе. Опять ничего себе. Все тебе? О, Рахмет. Все мне. Да.
Алга Петербург, да? Это женский вариант. Я тебя еще сейчас отправлю с мужским голосом. Вау. Пусть у тебя будет два. На открывашку и на закрывашку. Каждая любая программа с нашего детства, она имела какую-то, ну, заставку, да, там, вступление было, там, «Спокойной ночи, малыши», там, будильники, 5-10. Я подумал, почему бы Ивану не подарить по-дружески вот такую заставку? Ты сделаешь нарезку, и это будет открывашка в твоей программе. Вау. Подарок мой от тебя. Вернее, О, для Рахмет, тебя. Рахмет, и для наших зрителей. Я как раз вот всегда мечтал, чтобы у нас была классная заставка, и то, что неподражаемый Ерлан Кукеев нам такой подарок делает, это Это от очень души. приятно, это большая честь. И вторую версию послушаем. Алга Петербург. Таким Вау. махровым еще казахским языком. Вообще Алга, круто. Петербург. О, Рахмет, спасибо вам. От души. О, теперь Вот сюрприз, вот подарок. это вообще супер. Вот теперь думаю, что с вашей легкой руки наша передача прям ждет небывалый взлет рейтингов. Спасибо вам. Я в свою очередь желаю вам успеха в ваших начинаниях. То, что вы вот сейчас задумываете, но пока не делитесь. Я уверен, что это будет что-то большое, очень интересное, и пускай это вот это вот то, чем вы занимаетесь, пускай это ждет большой успех. Аумин. Да, вот такой вот удивительный у нас сегодня гость с подарками. Очень мне приятно. Большое спасибо. Спасибо, что пришли. Друзья, мы, кстати, еще кое-что вместе для вас приготовим, но об этом вы узнаете в конце передачи. Тоже еще один сюрприз. А я хотел тебе сказать такие слова. Иван Айналайн, саған көп рахмет. Барлығымызға отбасымызға бақ береке тілеймін. Бірінші саған. Спасибо большое, Коп Рахмет. Друзья, у нас в гостях был сегодня Ерлан Кокеев, великолепный артист, актер, мастер подарков и просто хороший, отличный человек. Рахмет. Алга Петербург. Теперь у нашего шоу есть своя заставка, сделанная казахом в казахском стиле. И Да, еще вот этот там говорит колорит «Алга». чувствуется все. Спасибо большое Ерлану Кукееву за этот подарок. Коп Рахмет, Коп спасибо. Рахмет. Да. Давайте перейдем к главной теме. Все-таки есть очень Есть. важная новость, о которой мы хотели поговорить, но вот держали до самого конца нашей сегодняшней передачи. Концерт Димаша. Главная новость прошлой недели. Концерт Димаша состоится в Алматы, в Казахстане, 23 сентября на центральном стадионе. Ура! Что скажете, друзья? Это вообще здорово. Есть повод поехать в Казахстан. Есть Такое, мне повод. кажется, долгожданное событие для всех. Может быть, Шикарно. кто-то пригласит все же Лену. Заодно. Лена, я думаю, что после сегодняшнего нашего разговора про Келинку, да, и про четырех жен, надо будет очень серьезно просить еще и... Да, очень серьезный вопрос дома ожидает меня. И увидим ли мы Лену на следующем шоу вообще? Не, ну, там муж услышал про 4 жен же, так что еще, возможно, Ну да, всё там нормально может будет. Подумаешь. муж сейчас скажет, что я тоже хочу. Да. Как бы, да. Да. Наверное, надо начать с того, что для Димаша это первый сольный концерт в Алматы. У него до этого были уже выступления, но это был такой сборный концерт. А это первый сольный концерт в культурной столице Казахстана. Это очень важно. Ух, что будет. Там центральный стадион вмещает 23 тысячи, 23 800, что-то такое мест. Это вот 23 тысячи. Ну, наверное, если убрать Если будет поле, да. на поле, в фан-зоне, я думаю, что 28-30 тысяч. Слушай, Ваня, а ты поедешь как зритель или как журналист? Вот Как ты это- думаешь? Вот это Я такой, хотел бы видеть такой- тебя как журналист. такой ты потому сложный вопрос задаешь. К сожалению, не я это решаю. что Если бы ты взял бы интервью у Димаша, вот это было бы... Ну, сколько лет уже, Алга Петербург? Слушай, там будет такой ажиотаж, приедут люди со всего мира, приедут телекомпании со всего мира, поэтому я не знаю, Тебе нужно загадать Хотелось это бы. желание. хотелось бы просто для начала поехать в Казахстан, надеюсь, что это получится. Я вот, вы знаете, мне кажется, что там столько будет народу, кто захочет у Димаша взять интервью, поэтому... Всего мира, да. да, Я так- уверен, что там будет много людей, но я уверен, что если ты сильно захочешь, и при поддержке наших Дорогих друзей, подписчиков, Держи. друзей. подписчиков, да, зрители. возможно, у тебя получится.
Ну, Давай Кто знает, надеяться. давайте не будем загадывать, Давай надеяться, и да. не сглазить. Просто пошлем во вселенную этот запрос. Да. И мы, Конечно. может, всей командой Алга Петербург поедем на этот концерт. Такие вот смелые у нас желания. Я все только ради тебя. Я хочу, чтобы ты увидела город, понимаешь? Нуржан, ну ты нам название хорошее дал, много было у тебя таких. И все сбывается, понимаешь? Всё сбывается. Поэтому давай Поэтому- скажем аминь и будем надеяться на Поэтому, лучшее. да, давай будем надеяться, но надо еще рассказать, что есть и так много тех, кто захочет внимания Димаш, и поэтому, если будет шанс, конечно, это будет супер. Это же сентябрь, да? Слушай, погода в сентябре в Алмате суперская. Кто приедет, я настоятельно рекомендую не брать билет назад, потому что казахский народ очень гостеприимный. Возможно, вы останетесь в гостях. То есть, Да. у одного вечера бешпармак переходит с плана на следующий день вечера бешпармак. Ну и так может растянуться на месяц. Это точно, я подтверждаю, да. Потому что я когда был год назад, ровно год назад, ну практически ровно год назад, тоже мы приехали на 10 дней, а так получилось, что у нас продлилось наше пребывание почти на 2 месяца. Так что, ну и надо еще понимать, что когда ты приезжаешь в Казахстан, нужно приезжать подготовленным, потому что оттуда ты приезжаешь как минимум плюс 5 килограмм, поэтому надо перед поездкой немного себя приготовить, держать себя в хорошей форме. А так, конечно, удивительная возможность не только побывать на концерте, удивительный повод посмотреть Казахстан. Поэтому я завидую всем тем, кто поедет. Ну, представь, концерт Димаш, после этого горы, холодная вода, окунешься, там вот эта горная водичка классная, холодная. А там есть еще и этот сакские бани горячие. О, самса, курдак. И Кстати, кроме этого, при пати Ну, с перед каждым шоу концертом. Нуржан что-то начинает вспоминать, и все такие, о, так хочется уже, сам ностальгирует всех. да я же ищу повод туда поехать. А вот как раз он и возник сентябрь, нас приглашает, мы едем, ты становишься калинкой, мы устраиваем той, Курумдык получаем курумдык. Курумдык должны дать. Да, будет, я думаю, сентябрь классный месяц. Да, слушай, ну отлично, будем тогда, не будем строить планы, будем надеяться. Друзья, вот такой вот у нас сегодня получился выпуск, интересный, надеюсь, что вам нам было Кстати, интересно. может, наши подписчики напишут, кто собирается. Вот сейчас они узнали, что в Алматы будет концерт Димаша сольный. Напишите, если вы вдруг, если вы решили уже, что обязательно туда поедете, обязательно это не пропустите мероприятие, напишите, может, кто-то уже Я решил. уверен, кто будет поедет туда, это поедут алматинцы. Вот и узнаем. Да. Ну, очень Да, но, кстати, это еще не все. Я для вас приготовил сюрприз. Немного кадров серьезно. под музыку Ерлана Кукеева с вечеринки казахской, чтобы вы почувствовали, и все наши зрители, атмосферу, невероятную атмосферу. Мне даже, кстати, написали, это что, ты что, Вань, в Алматы? На самом деле я был в Алане. В общем, удивительные кадры, хорошего настроения вам, друзья, желаю. Всем пока, дорогие наши зрители, спасибо, что пришли! Всем пока, ура! Когда ты скажешь, что у меня для вас сюрприз, и достаешь отсюда плов. Вот это сюрприз. Это когда Лену мы в Казахстан отправим, она там килинкой побудет, научится плов делать, научится бешпармак, и тогда уже это... Ну все, Все, пока! пока-пока, спасибо. В небе проплывают облака высоко, и за ними скрылась вдруг луна. Отчего ветер в паре с желтою листвой кружится над землей, и по черным клавишам зонтов ветер звонкий наиграет старый джаз нам вновь. Что же с ним на асфальте мокром от дождя?
Танец под дождем, только мы вдвоем, под одним танцуем зонтом. Танец под дождем, мы пока сейчас, эта музыка звучит для нас. Мокрые от слез, может от дождя, не забыть мне эти глаза. Танец под дождем мне напомнит грусть, играю я осенний блюз. Все осталось где-то позади, далеко. Наши разошлись с тобой пути. Под мотив печального дождя танцуешь ты одна. Танец под дождем, только мы вдвоем, под одним танцуем зонтом. Танец под дождем, и пока сейчас эта музыка звучит для нас. Мокрые от слез, может от дождя, не забыть мне эти глаза. Танец под дождем мне напомнит грусть, играю я осенний блюз. Звучит для нас. Мокрые от слез, может от дождя, не забыть мне эти глаза. Танец под дождем мне напомнит грусть, но играю я осенний блюз.